Aa, dayan ne olur. Baba hastaneye gidiyoruz. Bak ambulans geldi baba. Eğer Ferit'in kılına zarar gelsin, sana yemin ederim bu avludan benim ancak tefenimi çıkartırlar. Ferit, Allah aşkına sana ihtiyacımız var. Yardım et biraz. Senin yüzünden oğlumu kaybettim. Yine senin yüzünden babamı kaybederim. Что будет в новой серии сериала Елы Чапкины? Поженятся ли Ферит и Сейран снова? Что будет с Феритом? Или Ферит умрет? Приближается ли конец семьи Карханлар? И какие шокирующие детали были упущены в этом последнем эпизоде? Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы Ферит не умер, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Прежде всего, пока в сериале Елы Чапкины нас ждали новые сюрпризы в любви Сейрана и Ферита, на этот раз самым большим сюрпризом для всех стала болезнь Ферита. В то время как в сериале Елы Чапкины любовь Сейрана и Ферита продолжала расти, с другой стороны, благодаря рисункам Сейфера Карханы были спасены от затопления в последнюю минуту. На самом деле, благодаря рисункам Сейрана и Ферита мы пойдем еще дальше и проследим за приключением Бренда Каурхан, чтобы стать звездой, а не спасти себя от краха. Другими словами, сценарий розыгрыша Сейфера, которого мы ждали с прошлого сезона, наконец-то был представлен, и с этим сценарием произойдет много неожиданных событий. Прежде всего, Сейран и Ферит примут меры, чтобы продвинуть этот вопрос с рисованием немного дальше после того, как они спасут Карханы от затопления. Таким образом, мы сможем увидеть собственные общие бренды Сейрана и Ферита, о которых мы упоминали в нашем летнем анализе. Другими словами, по мере того, как рисунки Сейрана и Ферита будут становиться все более популярными, им будет предложено открыть свой совместный бренд. Таким образом, помимо бренда Каурхан, мы станем свидетелями создания собственного бренда Сейфр. Это означает, что Ферит и Сейран теперь будут владельцами собственного бизнеса, независимыми от всех остальных. Подводя итог, можно сказать, что если сценарий будет развиваться в этом направлении, в ближайшее время мы увидим общие бренды Сейрана и Ферита. Собственно, подробности на эту тему начнут даваться в новых главах. Итак, поженятся ли Ферит и Сейран снова? Когда Сейран и Ферит снова сойдутся и захотят пожениться, этот брак нам не будет показан. Короче говоря, чтобы избежать повторения этого свадебного инцидента, этот брак будет решен либо через таймскип, либо через церемонию бракосочетания, как у Синана и Сейрана. Таким образом, любовь Сейрана и Ферита возвращается сильнее, чем раньше. В то время как любовь Сейрана и Ферита снова становится прежней, события сериала будут продолжаться, не замедляясь. Поскольку Сейран вначале отвергает Синана, а затем проводит больше времени с Ферит, вера Сейрана в любовь к Ферит возрастает еще больше. Точно так же Ферит вполне поймет, что не может забыть Сейран и до сих пор любит ее. По прошествии этого времени отношения между Синаном и Сейраном станут еще крепче. Таким образом, через несколько серий мы станем свидетелями расставания Синана и Сейрана. Думаю, мы увидим сцены, в которых Сейран и Ферит станут еще ближе после этого расставания. Для Сейрана и Ферита, которые на этот раз сильнее, чем до этого, вскоре начнут происходить ожидаемые сюрпризы. После того, как из них вышел третий человек, Сейран и Ферит снова вывели на свет любовь, которую они похоронили в своих сердцах. Теперь пришло время увидеть первые плоды этой любви. Хотя Сейран и Ферит больше не были неразлучны, как из-за своих рисунков, так и из-за отсутствия давления со стороны семей, они начали сближаться все больше.
Можно сказать, что романтические сцены приближаются для Сейфер, между которой уже нет никаких преград. Нам начнут подавать сигналы о том, что мы увидим детей Сейрана и Ферита, которые в скором времени снова поженятся. Таким образом, я думаю, что признаки беременности у Сейрана мы постепенно увидим сразу после этого свадебного события. Возможно, в январе мы даже услышим новость о том, что Сейран беременна, как большой сюрприз. Таким образом, после Нового года мы увидим, что Сейран и Ферит примут новые решения для своих малышей. Так что не волнуйтесь, у Сейфер обязательно будут дети. На самом деле, я думаю, их первым ребенком будет мальчик. Чтобы они могли назвать своего малыша Фуад. Не спрашивайте, откуда вы это знаете. Потому что нам показали две важные подсказки по этому вопросу. Первой подсказки персонаж Фуад вернулся в сериал. Хоть Ферит и мечтал об этом, возвращение Фуата всех удивило. Думаю, одна из причин возвращения Фуата будет связана с ребенком Сейфера. Таким образом, Ферит и Сейран назовут своего первого ребенка Фуатом, чтобы снова сохранить жизнь Фуату, которого они считают жертвой своей любви. Вторая подсказка по этому поводу заключается в том, что несколько эпизодов назад, когда Архан и Битюль узнали пол своих детей, они при всех заявили, что назовут своего ребенка Фуат. Хоть Ферит и Гульгун очень на это отреагировали, ребенка все равно не назовут Фуат. Потому что отцом этого ребенка является Тайфун, а не Архан. По этой причине, когда истинное лицо Битюль откроется, Арханы не усыновят и этого ребенка. Таким образом, поскольку имя Бэби Фуат останется вакантным, Сейран и Ферит назовут этого малыша своим первенцем. На самом деле, я думаю, что идея назвать Фуат ребенка Битюль и Архана на самом деле была отсылкой к тому факту, что ребенка Сейрана и Ферита назовут этим именем. Итак, малышку Фуат назовут первым ребенком Ферита и Сейрана. Короче говоря, у Сейрана и Ферита родятся девочка и мальчик, как и в реальной истории. Мальчика назовут Фуат. Что касается семьи Корхан, не волнуйтесь, они не обанкротятся. Даже несмотря на то, что они находятся на грани краха, мы не увидим, как Корханы полностью затонут. Потому что Сейфер найдет способ спасти семью Корхан из этого болота. Что касается Ферита, то Ферит Корхан, конечно, не умрет. Несмотря на то, что у Ферита есть психологические проблемы, со временем эта ситуация улучшится. Другими словами, Ферит не скажет «я скоро умру», как это делает Сейран. Такая ситуация имеет место и в реальной истории сериала. Однако эта ситуация заканчивается хорошо, когда Ферит получает лечение. Так что не волнуйтесь, Ферит точно не умрет. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев свои вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Как вы думаете, когда Сейран забеременеет? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео.